Всегда была мечтой побывать в месте, которое большинство людей считают раем. Невероятные голубые воды, белые песчаные пляжи и пальмы. Все это можно найти на Мальдивах. Многие об этом месте мечтают и слышали о нем только в рассказах, потому что это место считается роскошным для путешествий. В этом видео я хочу поделиться с вами своими впечатлениями и рассказать о невероятно локальном острове Фуладу, который известен своим роскошным песчаным пляжем, который входит в топ-50 лучших пляжей мира по версии журнала Forbes. Мальдивы – недооцененное бюджетное направление для путешествий и должны быть в списке желаний каждого путешественника. Поделюсь с вами, как можно наслаждаться теми же видами, той же прекрасной водой и прекрасным подводным миром, при этом потратив в 10 раз меньше денег. Если вы впервые на нашем канале, то рады представить себя. Мы, Алексей и Анастасия, путешествуем по миру и делимся с вами своими впечатлениями и секретами. Если у вас есть пара свободных секунд, мы будем очень признательны, если вы нажмете кнопку «Нравится». Это поможет нам привлечь больше таких же замечательных людей, как вы, и продолжать путешествовать и создавать новые интересные видео. Без всяких сомнений, Фуладу – это один из красивейших локальных островов Мальдив. Затерянный рай посреди Индийского океана. Длина острова 1900 метров, а максимальная ширина не превышает 250 метров. Фуладу расположен в 100 километров от Мали. Добраться до острова можно на скоростном катере. Плыть до этого райского острова около 2 часов. Катер обошелся нам в $65 на человека. Деревня местных жителей очень маленькая, она сосредоточена вокруг порта в основном. Выглядит все очень так компактно, миленько. Здесь на острове есть буквально пару магазинчиков, в которых можно купить там какие-то напиточки, мороженое. Магазины имеют небольшой ассортимент, поэтому разгуляться здесь особо не получится. Также на острове есть аптека, медпункт, есть школа. Также здесь есть такие небольшие местные кафешки, где можно попробовать что-то из местной еды. В основном здесь все сидят местные, они целый день здесь могут сидеть, что-то перекусить, но мы пока ничего этого не пробовали. А так, если хотите перекусить, в основном здесь кафе, они расположены в гестхаусах. Мы заходили в парочку, цена на самом деле там очень недешевая, в основном одно блюдо где-то стоит $14-15, что достаточно очень дорого. Поэтому лучше выбирать в своем гестхаусе сразу завтрак и ужин, чтобы у вас не было таких проблем по питанию, потому что действительно перекусить здесь на данном острове особо негде. Магазинчиков на острове всего 3. Сейчас мы находимся возле одного из них. Он достаточно такой большой по сравнению с остальными. А остальные же 2 находятся, один рядом с футбольным полем, а второй с правой стороны, если идти в ту сторону острова, там будет еще один магазин. Ассортимент у них разнится. В одном где-то больше фруктов продается, там сам местный житель говорит, что он продает арбузы со своего огорода. В другом магазинчике мы видели, что там очень много разного мороженого на любой вкус там было. И какое-то и французское, и с Лондон, и привычные там нам мороженое типа Магната, Китката, такого плана. По поводу оплаты. Платить в местных магазинчиках лучше в местной валюте. Это мальдивские руфии. Поменять лучше всего в аэропорту или же в столице Мале. В столице Мале более выгодный курс. Если у вас будет время, лучше доехать туда. В местных магазинчиках они принимают доллары по очень невыгодному курсу. Например, $1 здесь равен 10 руфий. Если купюра от $10, то 15 руфий, что очень-очень невыгодно, потому что мы поменяли в столице по 18,50. Если вы хотите оплатить картой, то это дополнительно, я считаю, плюс 4%. Что, соответственно, тоже невыгодно, поэтому все-таки лучше поменять деньги на местные. Идем мы здесь по улице, и знаете, что нас удивило? Смотрим, и стоит BMW кабриолет. Если вы знаете, для чего она здесь, напишите в комментариях. На данном острове есть небольшое количество гестхаусов, мне кажется, здесь где-то штучек 5, наверное, от силы. Но в данный момент здесь идет активная стройка, то есть если можно посмотреть по всем сторонам, строится очень огромное количество различных гестхаусов. Но строят они в основном ночью, поэтому это вообще никак не мешает нам. Поэтому, я думаю, через пару лет здесь будет огромный выбор жилья на любой вкус. Также с правой стороны мы сейчас проходим, здесь находится мечеть. Если вам важно хорошенько поспать, то лучше, конечно, селиться подальше от нее. Наш же гестхаус находится буквально в пару шагов от мечети, поэтому каждое утро мы просыпаемся в 5 утра под звуки мечети и дальше спим еще пару часиков. Наш гестхаус называется Ахива Village. Мы, когда выбирали себе гестхаус, мы написали в несколько гестхаусов, и
мальдивцы такие люди, они очень ленивые. Когда они пишут, что они ответят завтра, то это не означает, что они ответят завтра, потому что это может случиться через неделю, через пару дней, то есть ты не знаешь, когда точно они ответят. И этот гестхаус ответил нам очень быстро, все расписал понятно, все рассказал, поэтому, в принципе, мы его выбрали. В этом отельчике нам номер обошелся $110, это включает в себя завтрак и ужин. В номере есть все необходимое, есть большая двухспальная кровать, есть огромный телевизор, все очень компактненько, уютненько. Также здесь есть оборудование для снорклинга, всякие ласты, маски, поэтому если вы вдруг забыли привезти с собой, здесь можно взять все это бесплатно, главное вернуть обратно на место. Все наши завтраки и ужины проходят здесь. Вчера, например, был Хэллоуин, поэтому они здесь все очень красиво стилизовали в тематике праздника. Вечером они включали сопутствующую музычку. Все завтраки и ужины у нас по системе меню. Сканируем вот такой вот QR-код, который переводит нас на страничку кафе, где мы выбираем, что мы хотим на завтрак и что мы хотим на ужин. На самом деле меню очень такое обширное, есть что выбрать, порции у них очень большие и все очень вкусно. Также на этом сайте можно посмотреть, какие экскурсии предлагает наш гестхаус, и дополнительно заказать, если вам вдруг не хватает каких-то полотенчиков, туалетной бумаги, что-то в номер. И также у них есть услуга глажки и стирки. Отдых на Мальдивах может быть бюджетным. Есть всего два типа отдыха. Это резорт и локальные острова. Так вот, локальные острова – это про бюджетный вариант. Как организовать? Есть различные компании, которые вам с радостью в этом помогут. Но их услуги стоят денег и, соответственно, значительно дороже будет, если вы поедете с ними. Организовать поездку самостоятельно на локальные острова проще простого. Для начала вам нужно определиться с островом. Что для вас важно, так как острова все разные. Где-то есть близко коралловый риф свой домашний, где-то хороший заход, где-то есть песчаная коса, где-то есть какие-то условия на пляже в плане там туалет, душ с пресной водой. Где-то можно купить фрукты, где-то можно купить напитки. Поэтому вам нужно определиться для начала с островом, после чего вам нужно выбрать, где вы хотите остановиться. Открываете Google карты и смотрите, какие есть гестхаусы. Смотрите по отзывам, по фотографиям, про то, что пишут, какое питание, нравится вам, не нравится, как это все выглядит. Соответственно, вы определились с островом, определились с гестхаусом. Первый пишите в гестхаус. Номер телефона можно взять также на Google картах. У большинства он там есть. Соответственно, вы пишете в гестхаус и спрашиваете расписание лодок, аэропорт и остров. Это вам нужно для того, чтобы вам купить нужные билеты на самолет. Соответственно, вы знаете, какой у вас остров, какой у вас гестхаус и знаете, какое будет расписание лодок. Соответственно, исходя из этого, вы уже приобретаете билеты. Это нужно для того, чтобы у вас не было длительного ожидания в аэропорту, потому что вы можете прилететь с утра, рано утром, в 5 утра, допустим, а лодка у вас может быть в 10, а то и в 12, и в 2 часа дня. Соответственно, чтобы не ждать в аэропорту, там, условно, 5, 6, а то и 8 часов, рекомендуем вам сначала проделать такой путь, чтобы вы знали расписание лодки, для того, чтобы вам это время не ждать. Но на обратный путь можно выбрать расписание такое, что вы, допустим, уезжаете с острова в 7 утра, а самолет, допустим, вечером. Но это только для тех, кто хочет посмотреть столицу Мали, побродить по улочкам, посмотреть, какова там жизнь. Также можно сходить на фруктовый рынок, купить там фруктов различных и увезти их с собой в страну. Так что не переживайте по поводу организации. Организовать все очень просто. Все вопросы, которые у вас возникают, вы можете писать в свой гестхаус, они с радостью вам помогут, все расскажут подробно, как что по поводу экскурсий. Не нужно переживать, но если вы будете обращаться в компанию, которая вам тоже с радостью в этом поможет, что учитывайте, что через них будет значительно дороже. На противоположной стороне от косы есть очень красивое место. Здесь можно прогуляться между красивых высоких пальм. Также здесь можно сделать классные фоточки на качели. Но учитывайте, что здесь покупаться нельзя, так как это пляж для местных. И здесь вы должны быть одетыми. Но пляж хоть и выглядит красивым, но здесь есть каменные плиты, что не очень удобно будет заходить. Они, правда, не везде находятся. Вот с правой части есть эти каменные плиты, и вот здесь по центру. В основном вот местные люди купаются, как бы каменных плит нет. Ну и вот такие есть качельки. Сюда я бы рекомендовал приходить утром, когда
когда солнце находится с этой стороны острова. Также здесь есть песчаная коса. Возможно, сейчас она куда-то уплыла, потому что рельеф острова может меняться постоянно. Возможно, эта коса появится, когда будет отлив. Так как здесь очень много приходит людей, фотографируется, можно наделать классных фоточек. И вот с таким классным видом на фоне пальм, мне кажется, очень классный кадр получится. Да, Настя? Да, очень красиво. Добраться до пляжа можно несколькими путями. Первый путь можно пройти через джунгли. Как вот сейчас мы идем, здесь очень много красивых пальм. Можно наблюдать за ними, можно пофотографироваться. Либо же пройти по пляжной полосе. Там же можно и остановиться, потому что там уже тоже начинается бикини-пляж. Либо пройти вот через джунгли. Здесь есть огороды, но это не показательные огороды, как на острове Тодду. Кто не смотрел наш выпуск с Тодду, обязательно посмотрите. Через джунгли занимает дорога где-то минут 15 спокойным шагом. Либо же можно добраться на машинке на багги, либо на велосипеде. Но в нашем отеле нету велосипедов, мы добираемся иногда на машинке. По стоимости, как они говорят, 0 рублей, но мы оставляем им 30 местных денег, мальдивских руфий. Это примерно $2. Но чаще всего мы туда идем пешком, а обратно нас забирают уже вечером, когда солнце садится. Также здесь есть огороды. Но огороды не показательные. До Тодду, конечно, им очень далеко. Это все гораздо более скромно. Вот здесь, допустим, вот огурцы у них растут. Также вот здесь под ящиками спрятаны арбузики. Спрятаны они только лишь потому, что птицы их клюют, наверное, и они их вот так вот спрятали. Кто смотрел наш выпуск с Тодду или не смотрел, посмотрите. Там очень большие плантации. Они там выращивают и маракуйю, и бананы. Чего там только не выращивают. Мне кажется, там все просто есть. Здесь вот 1, 2, 3 нормальных огорода. В основном все огороды выглядят очень заброшенно. Да, где-то здесь вон, растут там на заброшенных участках бананы. Но это тоже вот, там 1-2 кустика и больше нет. Не знаю, с чем это связано. Может быть, почва плохая, может быть, им просто лень. Без понятия. Но вот кто-то же старается, кто-то же выращивает. То есть вот там, допустим, много достаточно арбузов растет. Почему нельзя там посадить папайю, непонятно. Вот на Тодду заходишь в магазин, у тебя там есть местные фрукты. Папайя есть, маракуйя, бананы. Здесь же нету ничего. Ну да, иногда они там завозят пару там арбузиков, пару бананчиков. Ну вот маракуйи нету. Либо это очень дорого все стоит, либо они привозят вообще яблоки, мандарины. Зачем вы привозите яблоки, мандарины, тоже не знаю. Ну как бы нужно понимать, что туристы же приезжают. Понятно, там с других стран у них там фруктов всяких полно. А всем, наверное, хочется попробовать местных фруктов. В частности, вот мне хотелось бы там каждый день кушать папайю либо маракуйю. Здесь, увы, этого вы не найдете. Ранее мы были на острове Дигура. Там, чтобы добраться до косы, нужно было идти, наверное, минут 40. Очень тяжелая дорога. Здесь же достаточно очень быстро добраться. Также есть вот такие вот различные такие вот места, как, не знаю, такой выход. Здесь, в принципе, можно вот уже выйти, постелить полотенчика и купаться. Посмотрите, какая шикарная водичка. Где я вышел, сейчас здесь есть такие каменные плиты. Да, вот здесь можно поплавать, но также можно посмотреть, где их нет. Вот дальше их точно нету. Там, в принципе, можете спокойно зайти, покупаться, и этих каменных плит нету. Ну, либо уже дотопать до конца. В принципе, вот она уже начинается, вот за большим вот этим кустом уже начинается вот эта песчаная коса. Сейчас мы туда пойдем, и я вам покажу ее. Вот так вот идешь под джунглем, и потом вот так вот бац! Ну, посмотрите, какой красивый пляж. И народу вообще ни души. То есть это вот 1, 2, 3 человека, и все, больше нету. Тем мне и нравятся Мальдивы, тем, что вы приезжаете на остров, приходите на пляж, и здесь по факту нет никого. Мальдивы все же про уединенный такой отдых. И вот этот весь белоснежный песочек, как мука, это все просто-напросто для нас. Настя, он гуляет, прям кайфует, какой мягкий песок. По поводу захода, здесь вот вообще очень хорошо заходить. Здесь нет никаких вот
кораллов крупных. Ну, здесь есть, конечно, такое что-то мелкое, но вот по факту вот здесь уже начинается все. Просто райский песочек. Он очень мелкий, просто как мука. С этой стороны острова все купаются, здесь такой очень плавный заходик, очень комфортно ногам. Глубина наступает постепенно, можно покупаться, понырять. А с противоположной стороны уже есть кораллы, там можно поснорклить, посмотреть местный риф, даже детям, потому что там очень маленькая глубина. Что мне нравится на Мальдивах, так это то, что здесь никогда нет волн. И все потому, что весь остров окружает коралловая стенка, поэтому все время здесь такая прям тишь да гладь, что очень комфортно для купания, для ныряния, да и в принципе для того, чтобы насладиться этой прекрасной водой. На острове Фуладу очень большой бикини-пляж. Он длится с середины острова и заканчивается до самой песчаной косы. Данный пляж входит в 50 лучших пляжей по версии Forbes, и он действительно очень красивый. Самая главная достопримечательность этого острова – это длинная песчаная коса. Рельеф песчаной косы может меняться. Когда-то она может быть очень длинной, а спустя пару месяцев ее может просто и не быть. И именно сюда приходит большая часть туристов, потому что вид здесь просто потрясающий. Хоть и нет никакой инфраструктуры, буквально 4 лежака на весь остров. Но мы разговариваем сейчас с местными, они обещают, что буквально через год они завезут сюда шезлонги, потому что открывается очень много гостевых домов. А так вы можете взять полотенчик в вашем гестхаусе, положить его на песочек и наслаждаться этими волшебными видами. Мы решили отправиться на экскурсию к мантам, один из самых загадочных обитателей океана. Взяли тур у местного гида за $80 на двоих. Солнце, лодка и бескрайний океан. Впереди нас ждала встреча с настоящими морскими гигантами. Как только мы вышли из порта, буквально через 10 минут уже были под водой. И нам повезло, мы быстро нашли мант. Это гигантский скат из семейства орликовых. Размах его крыльев может достигать 7 метров, а вес больше тонны. Но несмотря на внушительные размеры, манты питаются только планктоном и абсолютно безопасны для человека. Интересно, что их второе название – морской дьявол. Звучит пугающе, но на самом деле они скорее морские ангелы. Мы видели целых 5 мант, они такие огромные, просто обалдеть. Но водичка, к сожалению, была не настолько прозрачная, потому что ночью шел дождик, поэтому прозрачность воды была очень плохой. Экскурсии можно приобрести не только в вашем гестхаусе. Мы вот ходили по острову и обнаружили вот такой вот офис, где работает местный гид. Цены у него самые низкие на острове, поэтому мы и обратились к нему. У него есть своя лодка, поэтому можете поехать буквально вдвоем. Очень рекомендуем к нему обратиться. Добро пожаловать в Фуладу экскурсии. Мы возим на мант, черепах и рыбалку. Поехали с нами в незабываемое путешествие. Сейчас мы хотим отправиться на Coral Garden, поэтому сейчас возьмем каяк и поплывем смотреть домашний риф. Вот такой вот каяк мы взяли, он рассчитан на 3 людей. В нем есть вот такие вот 2 отделения для вещей. Надеемся, что там ничего не намокнет, потому что у нас с собой очень много техники. Надеемся поснимать для вас классных видео, поэтому погнали! Наш маршрут начался из точки А и вел к точке Б. Ориентировались, конечно же, по Google картам. Дорога по воде заняла около 30 минут неспешной гребли. Арендовали каяк на 3 часа, и этого времени было вполне достаточно, чтобы успеть исследовать коралловый сад и насладиться морским бризом. Обошлось это удовольствие всего в $30. Мы приплыли на Coral Garden, но должен кто-то остаться один в лодке, а кто-то пойдет сейчас плавать.
Здесь очень мелко, в принципе, я вот стою спокойно. Здесь можно, соответственно, остаться, встать и караулить лодку, чтобы она никуда не уплыла. Мы с собой взяли ласты, маски, все самое необходимое для того, чтобы посмотреть, поснорклить, так как здесь есть течение и ласты необходимы. Обязательно с собой возьмите головные уборы. Настя, как всегда, в своей фирменной шляпе. У меня, как всегда, самая лучшая кепка от Born to Be. И не забудьте взять с собой воду. Также не забудьте взять с собой солнцезащитный крем. Перед отправлением обязательно нужно намазать лицо, чтобы не сгореть. Когда мы увидели кораллы, похожие на маленькие розочки, было ощущение, будто попали в подводный сад. Они такие хрупкие и изящные, словно кто-то специально вырезал их из камня. На Мальдивах прекрасны не только пляжи, но у них еще и очень красивая местная валюта. Называется она мальдивская руфия. Вот такие вот красивые денежки. Мне нравится вот это. Она с такой скитовой акулой. Выглядит просто необыкновенно. Да и все денежки, они тут очень красивые. Какие-то с ракушками, какие-то с рыбкой. Ну, в общем, очень красиво. Все они сделаны из пластика, за счет чего они не намокают в воде. На Мальдивах попугаи – одни из самых любимых домашних животных. Здесь их можно встретить повсюду, от крошечных до крупных и ярких. Некоторые попугаи спокойно сидят на улице или возле домов. Нам удалось встретить одного такого пернатого. Он был осторожным, но мы попробовали его прикормить. Однако несколько попыток оказались безуспешными. Он то подходил ближе, то снова улетал. Вечером на острове особо заняться нечем, но можно посмотреть, как местная детвора играет в футбол. И это действительно удивляет. Почти на каждом острове есть футбольное поле. Кажется, мальдивцы так сильно любят футбол, что готовы выделить под него значительный участок даже на самом маленьком островке. Сегодня у нас был очень насыщенный день. Мы плавали с мантами, катались на каяке, посетили домашний риф, очень устали. Но день еще не закончен. Идеальным завершением будет встреча заката. Каждый раз мы отправляемся смотреть закат на пирс. Здесь на острове он всего один. Расположен он рядом с футбольным полем. Настя любит собирать цветы плюмерия с местных кустов. Они отлично смотрятся в волосах и добавляют красоты фотографиям. Мы пришли на пирс заранее, чтобы занять место. Он небольшой, но очень уютный. Именно отсюда открывается лучший вид на закат. Фуладу – это место, где время словно останавливается. Здесь нет суеты, только природа и теплые воспоминания, которые остаются в сердце навсегда. Мы надеемся, что этот остров вдохновит вас так же, как вдохновил нас. Иногда самые яркие впечатления появляются там, где их совсем не ждешь. Спасибо, что были с нами. Не забывайте, что если вы нажмете кнопку «Нравится», это поможет в продвижении видео, и это будет очень важно для нас. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие видео.